Сегодня поговорим о культовом фильме «Доспехи Бога», а точнее о саундтреке к нему. Перед вами альбом 1985 года, артиста которого вы видите на обложке звать Алан Там, ну или Эллен Там, но уж если бы вообще в оригинале Тан Юн Линь. И он самая настоящая суперзвезда китайской поп-музыки 80-х, 90-х и 2000-х. Вам он должен быть известен по фильму «Доспехи Бога», где он был напарником и другом Джеки Чана. Ну, помните того обаятельного растяпу. Вообще, по секрету, в оригинале в китайском прокате фильм назывался «Брат-дракон и брат-тигр». И в фильме, и в жизни Алан Там суперзвезда китайской музыкальной сцены. И кадры с исполнением песни Midnight Rider в «Доспехах Бога», кстати, взяты с его настоящего концерта. Алан Там – талантливый и многогранный артист. В кинематограф он попал благодаря своей музыкальной карьере. И, естественно, для нас, западных зрителей, одним из выдающихся произведений его творчества является вклад в саундтрек к фильму «Доспехи Бога». Как мы все уже знаем, в 1986 году Джеки Чан впервые воплотил на экране своего археологического героя в фильме «Доспехи Бога». И из фильма, к сожалению, выбыл главный режиссер Эрик Цан. И Джеки Чан принял решение закончить фильм самостоятельно. И он его закончил, еще как закончил. Да так, что он до сих пор считается эталоном экшена. Однако, помимо захватывающей экшн-драмы, этот фильм выделяется и своими музыкальными ароматами, в значительной мере благодаря вкладу Алана Тама. Его альбом «Лорелей» вышел в год съемок «Доспехов Бога». И дураку было понятно, что играющий в этом фильме Алан Там должен включить туда несколько хитов из своего мегакоммерчески успешного лонгплея. «Буря богини Лорелей» — это 10-й альбом Алана Тама. Коль железо пока горячо, не успел прошлый альбом певца стать мега-успешным, ему уже всучили контракт на запись следующего. И он поехал его сочинять и записывать. Ну и, конечно же, так родились песни, вошедшие в фильм «Буря богини Лорелей», «Полуночный рыцарь» и «Друзья». Сам альбом при выпуске в декабре 85-го привлек внимание своими продажами. Газеты тогда писали, что годовой объем продаж альбома быстро перевалил за 350 тысяч. И на гребне успеха Алан провел 20 суперплатиновых концертов. Летом того же 85-го года установив рекорд по количеству концертов. Песни из альбома «Друзья» и «Лорелей» попали в десятку китайских золотых песен в 85 году и в 86 году. В то время Алан получил все мыслимые и немыслимые награды и премии за эти песни. «Лорелей» звучала из каждого утюга. Ну и ничего странного, эта композиция прекрасно вписалась в динамику фильма «Доспехи Бога». Текст песни великолепно отражает силу природы, создавая атмосферу таинственности и мощи, что идеально сочетается с сюжетом самой картины. Но, друзья, причина того, что песня Алана Тама «Лорелей» присутствует только в китайской версии фильма «Доспехи Бога», была связана с решениями по лицензированию и маркетингу. Иногда создатели фильмов включают разные версии песен для различных рынков, чтобы лучше соответствовать вкусам аудитории и расширить аудиторию самого фильма. Все бывает очень запутанно. В зависимости от версии фильма создали 4 музыкальных трека на английском, включая «Lorelei», «Midnight Rider», «Friends of Mine», «Flight of the Dragon» Джеки Чана.
Да, вы не ослышались. Flight of the Dragons пел Джеки Чан. Он, кстати, думает, что умеет прекрасно петь и выпускает альбомы. Ну, по его рангу суперзвезды он имеет полное на это право. Каскадеру и актеру надо бога, но поет все же лучше Алан Там. Если вы запутались в том, что я рассказал выше, скажу проще. Есть песни в фильме на китайском языке и есть альтернативные версии, где Алан Там поет эти же песни на английском, вот и все. Все поменяли в угоду прокату. Даже имена героев. В оригинальной версии герой Джеки Чана никакой не Джеки, а Чэнь Гуаншен. Да и девушку, которую они спасали, звать Лорна. А в западном прокате изменили на Лорелей, чтобы сильнее связать с песней Алана Тама «Лорелей». Если отойти от фильма и рассматривать альбом как отдельное произведение, он чертовски хорош, несмотря на то, что звучит на китайском языке. Песни подобраны со вкусом, они великолепны все до единой, романтичные, с очень красивыми мелодиями, и там есть пара песен про кунг-фу. Для знакомства с альбомом Алана Тама предлагаю послушать его песню «Лорелей» с этой одноименной пластинки. На этом все. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кидайте донаты. До скорых встреч!巨浪亂撞亂動雷電，用疾勁暴力劃破這世界震裂天空。狂奔雨中，視野朦朧，狂叫着 Lorelei Sweet Lorelei， 神秘的 Lorelei， 居於風眼中，活着只喜歡破壞。之後無蹤，曾在那揭不開的漆黑中，壓不低的戀火中，猛風當中，他擁抱我。這刻身邊只有風，停在那抹不清的追憶中，刮不穿的空虛中，猛風當中只有我。跌跌碰碰，再次發覺他於風中。風猛風，路似狂龍，巨浪亂撞亂動雷電，用疾勁暴力劃破這世界震裂天空。狂奔雨中，視野朦朧，狂叫着 Lorelei Sweet Lorelei， 神秘的 Lorelei。居於風眼中，活着只喜歡破壞，事後無蹤。曾在那揭不開的漆黑中，壓不低的戀火中，猛風當中，他擁抱我。這刻身邊只有風，停在那抹不清的追憶中，割不穿的空虛中，猛風當中只有我。再次發覺他於風中 Lorelei。
來